на связи Константин и Сергей. Ну что, мы вот приехали в Грецию уже, пересекли государственную границу. И вот, в общем-то, остановились ночевать в городе таком Лептокария. Ну, я не уверен, что мы правильно его называем, поэтому мы под видео потом, как обычно, напишем правильное название. Вот, какие тут достопримечательности, что тут интересного? Ну, первое, что можно сказать, тепло очень. Вот температура воздуха, это я так одел кофту, а Константин, он, в общем-то, сидит в одной майке. Вот и тут так все ходят. Примерно где-то 21-22 градуса, это ночью. А днем мы ехали, была температура где-то 26-27 градусов. Вот, то есть это очень тепло. Дальше само вот Эгейское море, которое вот отсюда, ну понятно, что ничего не видно пока, уже ночь же. Вот, мы вам утром еще покажем и, может быть, сделаем, как говорится, видеоряд, чтобы вы видели, какое оно, это Эгейское море. Вот, то температура воды где-то примерно 18 градусов. Вот, Константин Петров сказал, что тепло, вот, ну, значит, она очень теплая. Вот. Дальше, ну, мы остановились в хорошем таком отельчике, приятном, вот, в котором, скажем, есть стоянка, есть даже свой бар, там, и даже небольшой ресторанчик, вот. Ну, надо, правда сказать, тут, конечно, все дороговато. Вот. Ну, например, допустим, в самом готеле мы остановились, это примерно 50 евро. Вот. Дальше купили еду, вот такую вот, значит, тут две порции, значит, сказали, что там рис и какие-то тефтели. Вот. И у нас вышло примерно 12 евро, да? На двоих. Да, на двоих 12 евро вышло. Нет, дальше, 18. 18 даже вышло, даже что-то дороже даже. Вот. Потом, значит, что тут еще такого интересного в этом городке? Вот. Значит, есть тут рядом, этот город, в принципе, располагается рядом с горой Олимп. Вот. Ну, не то, чтобы совсем рядом, но мы, во всяком случае, мимо нее проезжали, так скажем. И, в общем-то, скажем так, ну, она так, конечно, внушительно производит впечатление. Мы ни разу не были там. Вот. А вот туда, в ту сторону, гора Афон. Вот. Ну, конечно, далеко, понятно что, но вот так вот. Ну, вот, в общем-то, вот такой вот городок для того, чтобы провести ночь, отдохнуть. Вот. Ну, и завтра у нас еще 400 километров до, как это, Пиреи, да? Пиреи. До Афин, порт Пиреи. Да? Пиреи, да? Вот, порт Пиреи. Ну, и оттуда мы будем делать переход в течение 9 часов, ну, может, 10, он обычно опаздывает, на пароме. Будем целую ночь плыть до Ираклиона, до Крита. Вот, и там еще ехать 140 километров. Вот, так что у нас еще, как говорится, в разгаре путешествия. Вот. Ну что тут сказать, вот мы сейчас прошли по центральной аллее этого города, рядом с морем, который располагается, и так далее. Ну понятно, что сезон уже, конечно, частично закончился. Вот. Люди уже, так скажем, ну, остатки, вот, не очень много, вот, отели достаточно свободные, но цены что-то не падают цены. Вот мы там выбирали, мы там смотрели по букингу, какие тут цены, и вот они все в пределах 50 евро и туда там плюс-минус 5 евро, вот, выше есть, меньше нет, вот, то есть как бы не очень, так сказать, это не Болгария. Вот, там София, допустим, за 36 евро, уж помните, мы вам рассказывали, да, и так далее. Ну вот греческие коты тут со всех сторон. Мы с одной уже киской познакомились, да, она такая тоже хорошая, вот, забавная была, вот, тоже умненькая, такая умненькая. Как это правильно, интерактивная была, да, то есть социальная. Потому что есть не социальные коты, вот, например, в Болгарии были не социальные коты, мы их, и собаки тоже. Мы их, значит, покормить или так далее, они боятся, не идут, мы гавкают, лают, мяукают. Вот, в общем, страх. А тут социальные коты. Все приходят, начинают знакомиться и так далее. Вот. Ну, вот такие у нас первые впечатления, в общем-то, о Греции. Да, что по границе еще, давайте вам расскажем. По границе, границу, и все, в общем-то, прошло, как мы и планировали. Единственный нюанс, который нас, в общем-то, удивил, и мы до конца не поняли, как это работает вообще-то. Вот, это когда мы прошли пограничный контроль. Вот, ничего там страшного не было, как обычно, там паспорта, туда-сюда, штампики и все. Вот. Но потом нам сказали, что всем украинцам нужно регистрироваться в специальном, ну скажем так, не то чтобы учреждении, а скажем, специальным способом, вот, предоставляя свои персональные данные для того, чтобы, ну, паспорт имеется в виду, вот, и место, куда мы собираемся ехать, вот, для того, чтобы нас обезопасить. Что-то мне это так не понравилось. Вообще, вы же знаете, да, когда кто-то кого-то хочет обезопасить, а особенно когда чтобы нам было лучше, так вот нам не надо. Вот. Так вот, ну мы как-то так сразу думали, что это таможенный досмотр. Вот, поэтому, в общем, как бы и паспорта дали, и все, а потом только увидели табличку, что это регистрация граждан Украины.
ну, если бы мы заранее как бы обдумали это дело, то мы, наверное, скорее бы всего отказались. Мы сказали, что не хотим предоставлять данные третьим лицам, да и все. В ЕС это директива, поэтому это только личная, так скажем, инициатива граждан, может быть, больше никого. Вот. Ну, так уже получилось, что мы зарегистрировались, посмотрим, к чему это приведет. Вот. Но это, в общем, какой-то неприятный такой, оставило у нас какой-то неприятный осадок. Такое ощущение, как мы подверглись какому-то, ну, я бы сказал, не то чтобы незаконному, ну, какому-то ненужному, какой-то ненужной процедуре. Потому что, знаете, да, когда ты эти персональные данные начинаешь кому-то давать, предоставлять и так далее, тем более неизвестно, кто это, что это такое, зачем это надо, в какую полицию. Мы сами в ту полицию обратимся, а полиция что она? Открыла наш паспорт, сверила с базой данных, вот мы выехали, вот мы въехали, в чем проблема? То есть какие-то дополнительные действия, которые нам совершенно не понравились. Мы заявили, что мы никакие там не беженцы, ничего нам этого не надо, что мы едем как туристы, что, ну, в общем, ничего не требуем от греческого правительства, наоборот, хотим деньги потратить. Да, ну вот. Но это не помогло, так сказать, все равно, говорит, ничего страшного, нам только лучше будет. Ну, это прям совсем мне не понравилось. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. А так, скажем, пограничный контроль прошел, в общем, без проблем, да, скажем так, как обычно. Вот. Ну, вот такие наши впечатления первые, в общем-то, о Греции. Да, ну что еще? Ехали так, Греция такая, знаете, мы же одесситы, да, поэтому у нас как бы такая степная морская культура, да, такая, скажем, или вот душа такая, да, это неправильно душа, да, культура, да, такая. Вот, и тут мы едем тоже такая степь большая кругом, значит, это все открытое пространство, океан, море, блин, ну, океана не было, море, да, и так далее. Это так хорошо, так интересно, вот, и приятно, как домой прям приятно. Вот, так что пока у нас хорошее впечатление. Вот. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Будем рассказывать, будем показывать. Вот. Пока-пока. Привет, друзья, на связи Константин и Сергей. Ну что, утро в... Как называется? Что-то связано с леопардами. Утром в этом городе, да, связано с леопардами. Вот. Значит, ну что, вот этот отель, это за нашей стеной мы были, вот там на какой-то этаж, на 3-м этаже мы вот жили. Вот. И мы вам там засняли внутри, сейчас посмотрите. Вот, там, ну, такой небольшой номер среднего. А вот и мурзилки пошли рядами. Детский сад пошел. Вот. Значит, это самое. Прямо это. Прямо целая какая-то делегация. Наверное, их в море окунали. Так вот, ну такой небольшой номер, где-то примерно метров 20 квадратных, с телевизором, с плоским экраном. Вот, с горячей водой и с небольшой кухней. Что интересно, кухня небольшая, так открываешь, там, значит, плиточка, кран, вот, ну так, чтобы можно было что-то скипятить, кофе скипятить, там, может быть, даже может что-то нагреть, вот, и так далее. Правда, нету, что интересно, это есть штука, которая, ну, плита электрическая, а нету, допустим, ни сковородки, ни кастрюли, ничего. То есть как, в чем-то, для чего это надо, не совсем понятно. То есть как ты собираешься это нагревать, не ясно. Вот. Я не знаю, ну надо, наверное, какую-то было хотя бы пару кастрюлек каких-то, что ли, там, или чего, чтобы люди хоть могли там пельмени себе сварить, или там яйца, что ли. Это непонятен смысл этого прибора. Вот. Ну, во всяком случае, так это самое. И вид на море такой, значит, можно посмотреть. Вот. Ну, вот такой номер. Это вот у них тут, так сказать, пригостиничная территория, да, вот бассейны и все такое. Вот так интересно, а бассейн, вода холодная? Ну, вода такая, градусов 18. Ну, вот. Такая же, как и в море. Ну, вот. Значит, то есть без подогрева бассейн. Вот. Так что это, ну, в общем, получили удовольствие. Тут люди собрались, начали беседовать все в кучу. Вот. Значит, это самое. А это рядом жилой дом, кстати. Это рядом жилой дом. Тут люди живут. Тут у нас гостиница. Кстати, вот по кругу. Константин, если вам покажет. Это все жилые дома и гостиницы вперемешку. Вот, то есть вот такие большие высотные дома — это гостиницы, и тут же сразу вот жилой, например, дом и так далее.
Вот. То есть, видимо, людям, мы тут подумали, а что тут, собственно, интересного может быть, почему сюда люди приезжают. А тут вот же гора Олимп вот здесь, вот, тут на нее восхождение, оказывается, делают. Вот. А тут вот, кстати, море. То есть человек приезжает на 10 дней, может вполне себе посвятить, так сказать, активному отдыху, подняться на гору, на Олимп, дальше там купаться в море. Ну что, интересно, бассейн есть, если там шторм и тому подобное. Вот. Так что 10 дней здесь есть чем заняться. Вот. Ну, понятно, что это, конечно, курортный город, тут все цены такие, мы тут пошли, вот кофе купили, да, вот 2 кофе, 6 евро. Ну, чуть дороговато, так я бы сказал бы, так, это, конечно, вообще тут такую еду покупать вот так вот не в магазине, как мы обычно делаем, да, это дороговато. Вот. А так, в принципе, в общем-то, можно снимать и отели, и дома достаточно недорого. Вот. Главное делать правильное предложение. Вот. А если, конечно, пользоваться такими сиюминутными мгновенными услугами, то они, конечно, дорогие. Вот, например, покупать тут вот есть вот сразу за этим домом есть такая улица торговая, там где продают всякие там полотенца, там одежду тоже, ну там то же самое, там всякие залеженные товары, которые никому не нужны, они там, значит, с бешеными ценами, вдруг кто купит. Вот сидят такие люди-пауки и дожидаются, когда же они уже наконец на что-нибудь это поразбирают. Ну, вот как в Балчике вам показывали, там такая аллея, тоже таких же самых, ну кто ж там на этой аллее это покупает? Ну понятно, тут туристы глупые, еще кто-то, там можно дальше отойти в этом Балчике, ну я не знаю, там наверх подняться там и купить нормально в аптеке или там в магазине все, что ты хочешь. А вот, а не так, чтобы вот на этой аллее покупать это ерунду. Это написано, например, супермаркет. Константин туда пошел, мы думали там купить масло или что, там продаются чипсы, пепси-кола, значит, еще что-то такое в этом же духе тоже. Ну, то есть, понятно, что это все рассчитано на туриста, на 7-минутную услугу. Ну, вот такая ситуация. Сейчас мы еще пойдем к морю, поснимаем там, чтобы мы могли вам показать все-таки, как этот город выглядит маленький, вот, на что он похож. Ну и все, и будем дальше ехать. На этом прощаюсь с вами. Пока-пока. Что вы думаете про улицу? По улицу? Да, я хотел обойти, Константин говорит, давай пойдем так. А я хотел обойти эту улицу, потому что я терпеть не могу эти вот лоточки для туристов, которые выставляют. У них там смысла никакого, а толпа всегда и глупость бессмысленная. Вот. Ну и хотел ее обойти. Кстати, вот еще еда. Причем очень вкусно пахнет. Вот. Так это. Ну и говорю, давай пойдем в другую сторону. Он говорит, мы туда приехали. Вот. Ну, теперь идем в ту сторону. А вот такой вот мы ели сегодня, вот это оказывается местный рис. Вот это большой крупный, местный крупный рис. Да, ну ничего так было. Больше похоже на перловку какую-то. Да, а вот это я не люблю такое в этом сладком соусе, это не очень вкусно. Ну, кстати, то же самое. Цены. Не, ну пахнет очень хорошо. Цены, кстати, здесь приемлемые. Дешевле, ну, чем мы топ. мы не понимаем, что написано делать. Ну, вот это массака, это вот это типа лазанья греческая. Ну, Это кстати, 6 цена- евро, в другом месте 8-9. Да, цена, кстати, хорошая, да. Мы были где-то вот там, где вот эти деревья, вот кончается маленькое дерево круглое, вот туда. Вот. А получается, что дальше тоже там что-то есть. Мы сейчас пойдем еще там посмотрим, что там такое. Вот. Ну, в целом, я должен сказать, вот я сейчас стою, очень тепло. Прям от моря тепло идет. Прям. Я думаю, вода где-то примерно 21 градус, не меньше. Вот. Ну, может 20. Прямо теплее, чем в бассейне. Что интересно, туристы, они всегда немного с приветом. Значит, вот они идут, например, я вам рассказывал, да, про в Балчике, значит, там, нет, это я вам не рассказывал, я вам расскажу, значит, ну идут туристы по Балчику, сейчас я проведу параллели, значит, идут, как мы, идут туристы по Балчику, идут, а что там в Балчике смотреть, ну, элеватор разваленный, вот, значит, дырки в этом, в асфальте, вот, грязь вот такая же самая, как здесь, ну, в общем, ничего хорошего, ну, и море еще есть, значит, ну, идут они, идут, и вдруг, знаете, что встречают? Автомат для продажи кофе. Останавливаются около него и начинают его вокруг него ходить, трогать его и все. Значит, я, значит, смеюсь и задаю вопрос. Говорит, вы, говорит, откуда? Мы, говорит, из Москвы. Отлично, говорит, супер, говорит. А что вы, говорит, около автомата? Это же автомат для продажи кофе. Это же, говорит, такое достижение цивилизации. Получается, Балчик и Москва это почти одно и то же. Так же и мы тоже идем, видим цветы. Стали, значит, и в эти цветы умиляемся. Это просто смешно.
Вот такая параллель. Смотрите, достаточно большая рыба. Ну, такой как карасик серьезный. О. А зачем он ее тряпкой берет, интересно? Острая, наверное. Нет, чтобы не выскальзывала. Ну что, блин, нормально. Ничего так не. Я-то думал, что это так это самое, они тут еще. Ну сколько у него? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну давайте предположим 10, да? И предположим, что раз, ну пускай в 10 минут, да, один из них срабатывает. Что-то Умножай на 15 лет, и они могут себе Да позволить не, ну купить зачем? Ну Грецию. предположим, они 2 часа ловят. Ну 2 часа ловят. 2 часа это сколько выходит? Это 120 минут, правильно, да? Делим на 10, да? Это получается 12. Вот. То есть, что выходит? 12 рыбин они поймают. Это был вам экспресс-курс из книги «Миллионер в минусе», который любит все умножать Да. и экстраполировать. Купаются спокойно, без проблем. Вот, то есть, вот группа подростков пришла, я так понимаю, может это не подростки, я плохо отсюда вижу. Вот, и полностью, так сказать, как там она говорила, я, говорит, возлегли в море. Вот, так же вот так вот. Это из одесских рассказов. Вот, говорит, мужчина, вы не поддержите мою сумку? Я пойду возляжу в море. Она говорит, женщина, вы что? Этот старый трюк мы давно проходили. Вот так вот это то же самое, похоже. Очень Сейчас хорошо. проведем, так сказать, мы насмотрелись напротив кафе. Мы насмотрелись на купающихся людей. Сейчас проведем эксперимент. Я экипировался, я вот одел специальные тапки. Для чего? В Эгейском море очень много этих морских ежей. И нам сказали, что можно ногу проткнуть. Вот. Для того, чтобы это не случилось, вот мы будем купаться с тапками, так сказать. Вот. Посмотрим, как это будет. Они все должны всплывать, насколько я знаю. Вот. Но чтобы их не унесло куда-нибудь, сейчас узнаем, как это будет выглядеть. Ну и посмотрим, что, собственно, из этого получится, из нашего купания. Сейчас увидим. Ну вот, искупались в Эгейском море. Через сколько прошло? Прошло примерно... сколько прошло? Ну, полгода. Ну да, вот я в марте купался. Сейчас это получается апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Полгода. Вот полгода искупались. Вода теплее, чем была в марте. Ну, в марте было лето. Казалось, что классно. А сейчас уже, конечно, ну это где-то градусов 19. Вот. Ну, может даже больше. Ну как? Класс? Класс. Я тоже такого же мнения.